Компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России. Привезли Camry, RAV4 и Land Cruiser. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Сейчас практически все автомобильные издания России взахлеб обсуждают сенсационную новость. Мол, Toyota вновь появилась на нашем рынке. Не могу пройти мимо и не разобраться, что кроется за этим внезапным возвращением. Думаю, и вам это будет не безинтересно, ведь как ни крути, Toyota всегда была среди самых уважаемых и любимых брендов у российских автолюбителей. Более того, совсем недавно я уже упоминал в одном из видео, что несмотря на формальный уход компании из России, седаны Toyota Camry до сих пор продаются в 2 раза лучше, чем новые Lada Aura, хотя стоят при этом вдвое дороже. Да, у Лады официальная дилерская гарантия и меньшая цена, но даже это не делает ее привлекательнее в глазах многих покупателей. Особенно это хорошо видно, если взглянуть на статистику за последние месяцы, например, в Санкт-Петербурге. Теперь давайте по существу. Действительно ли Toyota вернулась на российский рынок или это просто красивая обертка? Какие именно модели можно найти в продаже, за какие деньги и с какими особенностями? Все ответы у меня есть, и я готов ими поделиться. Сразу уточню, официальная японская марка на российский рынок не вернулась. Да, именно так. Несмотря на все заголовки и громкие заявления, Toyota в полном смысле этого слова в Россию не возвращалась, так что доверять подобным громким новостям не стоит. Однако все не так мрачно. Новые автомобили Toyota действительно можно приобрести у нас в стране. Более того, в некоторых случаях даже с гарантией, но отнюдь не от производителя. И вот тут начинается самое интересное. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hot Car Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hot Car берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Как же получается, что машины продаются, но сам бренд не вернулся? Объяснение довольно простое. На российский рынок продолжают поступать автомобили Toyota по схеме параллельного импорта. Это делают в частности крупные игроки. Завоз машин осуществляется не впервые, а на постоянной основе уже в течение последних месяцев. При этом продавцы подчеркивают, что автомобили японской сборки и изначально были предназначены для России. Насчет сборки вопросов нет. Большинство машин действительно произведены в Японии. А вот утверждение, что они специально делались под российский рынок, слегка лукавое. На деле речь идет о тех партиях, которые раньше могли отправляться в страны ЕАЭС, такие как Казахстан, а теперь путь поставки изменился. Машины официально приходят в Казахстан, а потом перемещаются в Россию. Все это делается без участия японской стороны, но и формально без нарушений. Автомобили уже выкуплены, и новый владелец вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Поэтому и нельзя назвать действия дилеров обманом, скорее маркетинговым обходом острых углов. И по крайней мере это уже лучше, чем поставки из Эмиратов и других стран, где конфигурация сильно отличаются. Что касается гарантии, она действительно имеется, но ее предоставляет не Toyota, а сам автосалон. То есть, если что-то пойдет не так, покупателю придется обращаться в тот самый салон, где он купил машину. Срок действия такой гарантии 2 года, и она официально прописана в договоре купли-продажи. Не идеальный вариант, но хоть что-то. Теперь немного о ценах, чтобы понимать, о чем идет речь.
В качестве примера можно рассмотреть предложение все от той же компании. Именно они активно продвигают новые модели Toyota на российском рынке. Хотя, возможно, часть автомобилей потом просто перепродают другие площадки. Кроссовер Toyota RAV4 в новом состоянии сейчас стоит от 3,5 до 4,5 миллионов рублей. Точная цена зависит от уровня оснащения и объема скидок. Речь идет о версиях с 2-литровым бензиновым двигателем на 171 лошадиную силу и вариатором. Привод полный, как и положено. Основная масса таких авто выпущена в 2023 году, что логично. Завозились они еще до повышения утилизационного сбора. Идем дальше. Toyota Land Cruiser Prado 250. За него просят от 8,5 до 10 миллионов. Минимальная цена соответствует машине с дизельным мотором на 204 лошадиные силы. В топовых же версиях под капотом можно найти агрегаты мощностью до 279 сил. Есть как бензиновые, так и дизельные модификации. Обязательно с полным приводом и классическим автоматом вместо вариатора. Если же говорить о 300-м Land Cruiser, то тут и вовсе разговор идет о 13 миллионах рублей. Это за версию с 3,4 литровым дизельным мотором мощностью 299 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Многие из этих внедорожников также произведены в прошлом году. Возникает закономерный вопрос. Либо спрос невысок, либо машины производили в огромных объемах про запас. Не забыто и Camry. Ее по-прежнему можно найти у тех же дилеров. В сравнении с другими моделями марки она стоит не так дорого, около 4 миллионов рублей. При везении и определенной доле настойчивости можно найти предложение и за 3,8 миллиона. Хотя, конечно, слово «дешевое» здесь звучит очень условно. Но даже при наличии этих машин на рынке радоваться пока рано. Почему? Во-первых, бренд официально не вернулся. Параллельный импорт – это неполноценное присутствие. Во-вторых, ценник на большинство моделей просто неподъемный для основной массы россиян. Да, Toyota снова в продаже, но какая от этого радость, если купить ее могут единицы? Ну и наконец, если когда-нибудь вернутся и другие бренды, японские, европейские, корейские, не факт, что цены станут более адекватными. Даже отмена санкций сама по себе не гарантирует удешевление автомобилей. На деле сейчас большая часть населения вынуждена выбирать между китайскими марками с переменным качеством и продукцией АвтоВАЗа. Альтернативы, увы, почти нет, кроме параллельного импорта. Как вам новость о появлении новых Toyota на российском рынке? Греет душу или оставляет равнодушным? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. К сожалению, АвтоВАЗ заявил, что не будет уходить из России. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.